Почти 4 столетия весь древний мир верил в одну непреложную истину – храм Соломона неприкосновенен. Эта колоссальная структура, возвышавшаяся над Иерусалимом, была не просто архитектурным чудом, она была политическим и духовным сердцем всей Иудеи. Местные жители искренне верили, что сам Бог физически защищает эти стены, и что ни один вражеский факел никогда не осмелится приблизиться к святыне. Но они катастрофически ошибались. В 586 году до нашей эры этот абсолютный центр ближневосточного мира превратится в пепел. Это не было трагической случайностью, ошибкой или внезапным набегом варваров. Величайший пожар античности стал результатом одной из самых глупых и самоубийственных политических ставок в истории. Чтобы понять, как великий город дошел до грани безумия, нам нужно отмотать время на 10 лет назад. На троне Иерусалима сидит царь Сидекия, но его корона – лишь иллюзия власти. На самом деле он обычный вассал, покорная марионетка, посаженная на трон самым могущественным человеком той эпохи – вавилонским императором Навуходоносором. У Сидекии была только одна задача – держать регион в стабильности и ежегодно отправлять в Вавилон тяжелейшие повозки, доверху груженные золотом и серебром. Иерусалим буквально платил колоссальные суммы за право просто не быть стертым с лица земли. Но во дворце зреет заговор. Влиятельные элиты шепчут царю, что Вавилон слишком растянул свои силы, что империя слабеет и вот-вот рухнет. Они предлагают гениальный, как им кажется, геополитический план – заключить тайный военный альянс с Египтом, южной сверхдержавой. Идея была предельно прагматична – перестать платить дань Вавилону, опереться на египетских фараонов и вернуть себе абсолютную независимость. Это была игра в русскую рулетку, где в барабане не хватало лишь одного патрона. Мудрые советники и пророк Иеремия отчаянно умоляли царя остановиться, предупреждая, что Египту нельзя доверять. Но ослепленный гордыней Сидекия принимает решение, которое подпишет смертный приговор его народу. Он прекращает выплату дани и с позором выгоняет вавилонских дипломатов. По правилам древнего мира это было прямое объявление войны. Реакция Навуходоносора была леденящей душу. Он не стал отправлять гонцов с угрозами или пытаться передоговориться. Он поднял всю имперскую машину войны. Это была не просто карательная экспедиция, это была колоссальная армия вторжения, специально спроектированная для того, чтобы стирать непокорные мегаполисы с лица земли. Спустя несколько месяцев дозорные на высоких башнях Иерусалима посмотрели на север и оцепенели от ужаса. На горизонте не было переговорщиков. На горизонте клубилась гигантская черная туча пыли, поднятая копытами тысяч боевых коней, тяжелой пехотой и колоссальными осадными машинами. Самая жестокая армия мира шла к их воротам, чтобы медленно и мучительно задушить город насмерть. Многие ожидали, что прибытие вавилонян будет похоже на сцену из эпического фильма «Град стрел», «Осада ворот» и немедленный кровавый штурм. Но Навуходоносор был слишком опытным полководцем, чтобы тратить своих людей в самоубийственных атаках на грозные горные стены Иерусалима. Он выбрал куда более холодную и расчетливую стратегию. Он не стал пытаться прорваться внутрь, вместо этого он сделал так, чтобы внутрь больше ничего не попало. В 588 году до нашей эры имперская армия полностью взяла город в кольцо. Вавилоняне возвели собственную осадную стену вокруг Иерусалима, превратив его в гигантскую непроницаемую клетку. Послание было предельно ясным – никто не выйдет, и, что еще важнее, внутрь не попадет ни крошки еды. Главным оружием вавилонской машины смерти стала не сталь, а голод. Поначалу за высокими стенами царила ложная иллюзия безопасности. Резервуары были полны воды, а амбары – зерна. Но дни складывались в недели, а недели – в месяцы. Эта операция по методичному удушению длилась долгих 30 месяцев. 2,5 года жители Иерусалима смотрели с высоты своих стен, как враг внизу спокойно готовит пищу на кострах и тренируется, терпеливо ожидая, пока город умрет от истощения. Навуходоносор превратил Иерусалим в гигантскую скороварку. Он перерезал все торговые пути и заблокировал любую связь с союзниками. Вскоре экономика рухнула с математической жестокостью. Золото и серебро, спрятанные во дворцах, мгновенно потеряли всякую ценность, ведь золото нельзя съесть. Кусок заплесневелого хлеба стал стоить дороже целых поместий.
Благородные лорды, когда-то носившие тонкий лен и пировавшие на банкетах, теперь бродили по темным переулкам, словно живые скелеты с почерневшей кожей. Разница между богатыми и бедными стерлась окончательно. В городе остались лишь два класса людей – те, кто уже умер, и те, кто только ждал своей смерти. Вода в цистернах превратилась в грязную жижу, а вместе с жаждой в замкнутом пространстве вспыхнули безжалостные эпидемии. Но экстремальный голод делает нечто куда более страшное, чем просто убивает тело. Он отключает человеческую мораль. Древние исторические хроники описывают сцены из абсолютного дистопичного кошмара. Женщины, когда-то славившиеся своим состраданием, дошли до точки абсолютного психического слома. Сведенные с ума от истощения, матери варили собственных детей, чтобы пережить еще хотя бы один день. Иудейское общество потерпело крах не от вражеских стрел. Город буквально пожрал сам себя еще до того, как первый вавилонский солдат ступил на его улицы. Дух сопротивления был сломлен не военной мощью, а пустым желудком. К концу этих 30 месяцев Иерусалим превратился в кладбище, населенное призраками. Это была лишь пустая, хрупкая скорлупа, ожидающая финального удара. Когда 30 месяцев изоляции подошли к концу, город превратился в пустую, хрупкую оболочку. Момент финального удара настал. Вавилонские инженеры наконец-то нащупали ту самую структурную слабость в камне, которую искали 2,5 года. Звук, разорвавший ночную тишину, был не грохотом битвы, а сухим, леденящим кровь треском раскалывающегося монолита. В 9-й день 4-го месяца вавилонская инженерия окончательно сломила иудейскую архитектуру. В северной стене зияла гигантская брешь. То, что произошло дальше, совершенно не походило на героические сцены из эпических фильмов. Защитники, истощенные жестоким голоданием, едва могли оторвать свои тяжелые щиты от земли. Захватчики хлынули в город, как безжалостная река из бронзы и железа, сметая все на своем пути и не встречая никакого реального сопротивления. Узкие улицы наполнились паникой, а пламя вражеских факелов начало освещать резню, и именно в этот момент абсолютного хаоса человек, ответственный за всю эту катастрофу, принял свое последнее, самое трусливое решение. Царь Сидекия не остался защищать свой трон, свой храм или свой народ. Он прекрасно понимал, если его возьмут во дворце, его голова слетит с плеч в ту же секунду. Поэтому под покровом кромешной тьмы царь и его элитная гвардия вскрыли тайный проход у царского сада, зажатый между двумя оборонительными стенами, и растворились в ночи. Они бросили население на произвол судьбы ради призрачного шанса спасти собственные шкуры. План был прост – добежать до равнин Иерихона, пересечь реку Иордан и навсегда исчезнуть в восточной пустыне. Но пытаться убежать пешком, будучи изможденным от голода, от самой быстрой и сытой кавалерии древнего мира, было задачей абсолютно безнадежной. Вавилонская разведка сработала молниеносно. Вражеские скауты засекли беглецов на открытой равнине, где спрятаться было физически невозможно. Финальная сцена иудейской монархии выглядела жалко. Когда вавилонские боевые кони взяли беглецов в плотное кольцо, хваленная элитная стража, клявшаяся защищать царя, просто разбежалась во все стороны. Сидекий остался стоять на коленях в пыли, абсолютно один. Его взяли живым, заковали в тяжелые цепи и потащили не обратно в Иерусалим, а далеко на север, в военный лагерь Рибла. Там его уже ждал сам Навуходоносор. Сидекия, возможно, надеялся на быструю казнь или тюрьму. Он еще не знал, что у предательства императора есть цена, и она будет гораздо изощреннее и страшнее простой смерти. Царь Сидекия, вероятно, готовился к смерти. В жестоком древнем мире это был стандартный финал для мятежных правителей, и он это прекрасно понимал. Закованного в цепи его притащили не в обычную темницу, а в военную ставку в Рибле, прямо в штаб-квартиру Навуходоносора. Атмосфера в этом имперском трибунале была невероятно тяжелой. Окруженный суровыми вавилонскими генералами, император сидел на возвышении не просто как судья. Он был преданным кредитором, который пришел взыскать кровавый долг. Для него Сидекия больше не был монархом, он был жалким вассалом, из которого требовалось сделать показательный пример для всего мира, чтобы ни одно царство больше не посмело поднять голову.
Навуходоносор не собирался дарить предателю легкую и быструю смерть. Он подготовил наказание, спроектированное с пугающей хирургической точностью, изощренную психологическую и физическую пытку. Участь, которую каждый нормальный человек посчитал бы хуже смерти. По знаку императора стража вывела вперед сыновей Сидекии, совсем юных принцев будущей королевской династии. Закованный в тяжелые бронзовые кандалы, царь не мог пошевелиться. Он был вынужден смотреть, как палачи хладнокровно казнят его детей одного за другим. Цель Вавилона заключалась не просто в причинении боли. Империя стирала династию прямо на глазах того, кто дал ей жизнь. Но настоящий первобытный ужас наступил секундами позже. Как только тело последнего принца упало на землю, палачи двинулись к самому Сидекии. Они не стали его убивать. Вместо этого они лишили его зрения. В этом заключалась садистская, леденящая душу логика Вавилона. Последним визуальным воспоминанием, которое навсегда зафиксировал мозг царя, стала смерть его собственных детей. Эта страшная картина будет бесконечно повторяться в его абсолютной темноте до конца его дней. Слепого, сломленного, лишенного всего Сидекию увезли в Вавилон как живой трофей, где он и умер в тюрьме годы спустя. Однако имперская машина правосудия не остановилась на королевской семье. Стратегия Вавилона требовала, чтобы Иерусалим остался без головы и больше никогда не посмел поднять восстание. Капитан гвардии Навузарадан начал систематическую, хладнокровную зачистку. Он захватил первосвященника Сираию, второго священника Сафонию, а также всех выживших политических и военных советников. Их не стали отправлять в изгнание, их привезли в Риблу и показательно казнили на месте. Вся религиозная и политическая элита, на которой держалась нация, была обезглавлена одним безжалостным ударом. С ослепленным царем и мертвыми священниками Иерусалим официально остался сиротой. Но произошло нечто странное. Захваченный город простоял практически нетронутым целых 30 дней. Храм Соломона все еще возвышался над столицей, отбрасывая тень на улицы. Однако эта задержка была продиктована вовсе не внезапным милосердием победителей. Это была сухая военная логистика. Ответ прибыл в 7-й день месяца Ав. В город въехал Навузарадан, безжалостный начальник имперской гвардии Вавилона. Он проделал этот долгий путь не для того, чтобы сражаться, война уже закончилась. Он прибыл с одним конкретным приказом от Навуходоносора – казнить сам город. И для этой миссии он не стал использовать мечи. Его главным оружием был огонь. Навузарадан подошел к уничтожению Иерусалима как к грандиозному проекту обратной инженерии. Он не тратил время на хижины бедняков, которые не стоили никаких усилий. Его удары были хирургически точными. Он целился в символы власти – царский дворец, особняки элиты и, разумеется, дом Бога. Древесина ливанского кедра, из которой был построен храм, за столетия в засушливом климате превратилась в порох. Когда полетели первые факелы, здание не просто загорелось, оно мгновенно вспыхнуло в акте неистового, яростного горения. Температура внутри оказалась настолько чудовищной, что массивные известняковые блоки начали с оглушительным треском лопаться и рассыпаться от термического шока. Чистейшее золото, которым была покрыта святая святых, буквально расплавилось. Оно потекло сквозь трещины в каменном полу, словно реки светящейся металлической лавы, навсегда смешиваясь с пеплом и обломками. Этот инфернальный пожар был настолько колоссальным, что даже породил путаницу в древних исторических хрониках. Книга царей утверждает, что огонь вспыхнул 7 числа, пророк Иеремия записал 10-е, а раввинская традиция навсегда закрепила день траура на 9 Ав, Тиша Б. Ав. Самое пугающее и логичное объяснение этого расхождения состоит в том, что адское пламя непрерывно бушевало все эти дни напролет. Но когда дым наконец начал рассеиваться, над руинами раздался не плач, а тяжелый, ритмичный индустриальный звон кувалд, бьющих по металлу. Вавилонская армия пришла сюда не только разрушать, она пришла за сверхприбылью. Храм Соломона был по сути центральным банком всей нации, и теперь его сейфы были вскрыты. Знаменитые бронзовые колонны Иохин и Ваас, столетиями охранявшие вход в святилище, оказались слишком тяжелыми и высокими, чтобы вывести их целиком.
И тогда имперские инженеры совершили немыслимое. Они хладнокровно разбили величайшие шедевры Соломона на куски, обращаясь со священными реликвиями как с дешевым металлоломом ради удобства транспортировки. Огромные ритуальные чаши, золотые лопатки и жаровни из чистого золота – все это было каталогизировано, упаковано и загружено в скрипящие телеги. Их пунктом назначения был не музей, а языческие пиршества в Вавилоне, где из них будут пить вино во славу чужих богов. Но разграбление золотых святынь было лишь частью имперского плана. Человеческая добыча оказалась еще более разрушительной для нации. Внешняя политика Вавилона базировалась на жесточайшей, принудительной утечке мозгов. Захватчикам не нужны были бесполезные рты, которые нужно кормить. С пугающей бюрократической холодностью они отсортировали выжившее население. Всех квалифицированных ремесленников, кузнецов, интеллектуалов и сильную молодежь заковали в бесконечные цепи. Их ждал так называемый «марш смерти» – изнурительный путь в сотни километров по палящей пустыне под ударами надсмотрщиков. Цель была прагматичной – использовать эту высококлассную рабочую силу для строительства величия вражеской империи. На дымящихся, мертвых руинах Иудеи захватчики оставили лишь самых нищих крестьян и виноградарей, людей, никогда не имевших политического голоса, которым теперь досталась лишь выжженная, пустая земля. Так наступил конец суверенной нации и начался самый мрачный период в их истории – Вавилонский плен. Потеряв свой город, своего царя и свой храм, этот народ, казалось, подошел к концу своего пути. Но пока пыль оседала над опустевшим Иерусалимом, кое-что осталось похороненным под слоями разрушений. Пепел того рокового года надежно укрыл секреты, которым суждено было пролежать во тьме тысячелетия. И они дождались своего часа, когда люди с лопатами и кисточками пришли задать вопрос, что же здесь произошло на самом деле. Если сегодня вы приедете в Иерусалим, спуститесь по восточному склону города Давида и начнете копать, ваша лопата неизбежно ударится о слой, который не является ни обычным камнем, ни простой землей. Вы обнаружите неестественно темную, плотную и грязную полосу. Современные археологи называют это слоем вавилонского разрушения. И это не метафора. Это реальная сажа, химически законсервированная в почве, прямые последствия того самого инфернального пожара, устроенного Навузараданом 2600 лет назад. Прямо в этом обугленном слое исследователи находят специфические бронзовые наконечники стрел, принадлежавшие исключительно армии Вавилона. Они перемешаны с кусками обгоревшего дерева и разбитой керамикой. Земля словно заморозила точное мгновение предсмертного крика обреченного города. Это золо служит неопровержимым физическим доказательством того, что древние библейские тексты – это не просто теологическая поэзия. Это максимально точный отчет о месте колоссального преступления, оставившего криминалистические следы. Огонь был настолько мощным, что буквально выжег свой след в геологии этого места навсегда. Огонь был настолько интенсивным, что навсегда изменил геологию этого места. Но если сегодня вы поднимете глаза от археологических раскопов к Храмовой горе, вы заметите нечто пугающее – абсолютную пустоту. От того колоссального славного здания, возведенного царем Соломоном, на поверхности не осталось ни единого оригинального камня, который мог бы рассказать эту историю. Поздние исторические эпохи окончательно стерли первозданные следы. То, что мы видим сегодня на этом месте, это лишь звенящая тишина отсутствия. Однако именно эта зияющая пустота породила величайший парадокс и главный триумф всей этой трагедии. В жестокой логике древнего мира существовало непреложное правило: если храм народа разрушен до основания, значит Бог этого народа убит или окончательно повержен. На этом история нации, как правило, заканчивалась навсегда, и она растворялась во времени. Но с иудеями произошло нечто прямо противоположное. Лишившись каменного алтаря для жертвоприношений, они оказались перед выбором – исчезнуть или эволюционировать. Находясь в тяжелом вавилонском изгнании, лишенные родины и святынь, они осознали нечто революционное. Им больше не нужно физическое здание, чтобы говорить с Творцом. Древние ритуалы были заменены искренней молитвой и глубоким изучением священных текстов.
Прямо из этого черного остывшего пепла Иерусалима родилась совершенно новая форма веры, сфокусированная на общине и знаниях. Тотальное разрушение гигантского каменного здания заставило этот народ воздвигнуть другой храм, внутренний, портативный и абсолютно неразрушимый. Именно эта невидимая архитектура духа позволила им пережить тысячелетия жесточайших гонений, империй и катастроф, не исчезнув с лица земли. Император Навуходоносор был абсолютно уверен, что стер эту непокорную нацию из истории, но по невероятной иронии судьбы он своими собственными руками гарантировал ей бессмертие. Адский огонь поглотил ливанский кедр и расплавил тонны золота, но он закалил идентичность людей, которые научились находить вечность без всяких осязаемых стен.